Рано или поздно это должно было произойти. В сегодняшней эре интернета можно увидеть все, что вы захотите. Согласитесь, сейчас времена плейбоя и кассет свадьбы ваших родителей, где батя записал на нее порнуху, благо прошли. Это было, конечно же, вайбовое время, и все поменялось. Сейчас наступила новая пора, где можно просто зайти на сайт с интересующими для вас материалами и качая хоть до посинения. В этом видео я попытаюсь выяснить и разобраться, а что же такое этот ваш Е621 или же Ешка. И сразу скажу, что это видео ни на что не сподвигает и все делается сугубо в ознакомительных целях. Все мы с вами знаем, чем чреваты эти сайты и для кого они служат, но рассказать о них я все равно очень сильно хочу. Несмотря на все козни, россказни, стереотипы, я должен пролить свет на этот сайт, к тому же, оказывается, немногие мои подписчики знают о нем, а это, между прочим, база. Ну что ж, мои маленькие любители животных непотребств в интернете, мы с вами спускаемся в эту глубь, чтобы уже наконец поставить точку на истории сайта, чтобы вы, как самый квалифицированный фури-дрочер, всем яростно доказывали, что шарите за матчасть. Интернет пережил большое количество подобных сайтов, начиная с 2000-х, когда картинки грузились диалапом, аська, а ты на своем здоровом и толстом мониторе смотришь Масяню. Ян Малдерс, или как он себя именует в интернете, Варка, достаточно смышленый парень, поскольку открыл очень много интересных сайтов, которые по сей день пользуются хорошей популярностью. Поистине талантливый человек в плане своих идей и увлечений фурями. Благодаря его сайтам фури-культура получила еще больше фанатов подобного творчества. Начнем, пожалуй, с самого неприметного и такого непопулярного сайта в нынешнее время. F-лист или же фетиш-лист. Данный сайт служит для любителей ролок, а если сказать по-умному, для парафилов. Тех людей, кто любит заводить всякие текстовые ролики в 18+ формате. Сайт позволяет от 18 и старше лет придумать или выбирать персонажей, общаться в группах по определенным интересам и, конечно же, ролевые игры. Объяснять конкретно про эти игры не стану, а так скажу, что сам таким не увлекаюсь и нахожу это дело для себя не особо интересным. Сайт заработал 2009 года и до сих пор продолжает свою активность. Я даже не говорю про русское комьюнити, потому что если я не слышал об этом сайте, значит и многие не слышали о нем. Мало кто знает об этом сайте, но алдов там очень много, да и формат форумов таковых, помимо ФОПДА, морально устарел по таким темам. Это мы с вами привыкли заходить на ФОПДА с целью скачать прошивку или взломанное приложение. А F-лист служит вовсе не для этого и подходит немногим. Если говорить про скандалы, то сайт вполне укромное местечко и подходит лишь для некультурщины. Из интересного могу рассказать только то, что в 2011 году один из бывших модераторов слэш-программистов выдал всем на сайте модераторки, и тут пошло-поехало. Админов к херам забанили, и они долгое время не могли пробиться на свой сайт, поскольку программист взломал код и слегка изменил, из-за чего возникли проблемы. Помимо этого, всем пользователям, у кого были привилегии модераторов, могли спокойно рассматривать личные данные, IP-адреса, журналы и так далее, что вызвало естественный нешуточный бугурт. На данный момент сайт перешел к другим основателям, руководителям, и Ян Малдерс больше им не занимается. Я не знаю, как на тему этого видео подвести свою речь к рекламе, поэтому сделаю это во много раз проще. Ко мне пришел сервис Купи-код, который помог мне купить эту игру на мой аккаунт. Во-первых, они постоянно проводят конкурсы с дорогими призами, устраивают скидки, и про кэшбэк тоже не забываем. Во-вторых, можно спокойно купить ключ от любой интересующей вас новинки в Steam. Сервис не только проверенный временем, но еще и более 20 миллионов пополнений от пользователей, которые подтверждают надежность сервиса. И самое главное, простота самого пополнения. Ввел логин своего Steam, сумму от 100 рублей и, конечно же, промокод AMD лично от меня, который не только снизит комиссию на 4% на пополнение баланса, но и даст скидку до 5% на покупку ключей игр. Применяйте мой промокод и оплачивайте любым удобным для вас способом. Шекели придут на ваш баланс всего за пару минут. Пополнить свой Steam кошелек можно спокойно, перейдя по ссылке в описании. Промокод ведется автоматически. Что-то я немного заговорился с этим купи-кодом и совсем забыл рассказать, а кто такой Ян Малдерс. Как я и рассказал, Варка основал кучу полезных сайтов с определенными возможностями, и себя он идентифицирует как черный дракон. Это все, что я могу про него сказать. Еще фурсьюты делают, точно. Я немного преувеличил, сказав, что он основал сайты как F-лист и Fury Network, хотя является он там всего лишь администратором. А тот же самый Fury Network — это Ешка или же Фурфанти, но в очень упрощенном и минималистичном стиле, где помимо размещения артов можно заниматься общением и продажей своих услуг. Не интимных, если что. Об этом сайте я тоже не слышал и пользоваться им тоже не собираюсь. Малдерс также является соучредителем, совладельцем и генеральным директором одного из самых популярных магазинов Bad Dragon. Это интернет-магазин игрушек для взрослых, и сайт пользуется очень хорошей популярностью в продаже таких вещей. Проект Bad Dragon был основан еще в 2008 году, а самое удивительное, что они спонсировали
А самое удивительное, что они спонсировали несколько мероприятий по типу автомобильных гонок и даже участвовали в награждении индустрии для взрослых. Некоторые другие магазины пытались скопировать успех у Dragon, но всегда было чревато. Это суды, это разбирательство и это деньги. Продукция у них дорогая, они поддерживают международную доставку, но выйдет это еще дороже. Только не спрашивайте у меня, доставляют ли они игрушки в Россию. Узнавайте сами. Магазин до сих пор продолжает свою работу и получает хорошие доходы, и навряд ли найдутся хорошие аналоги с похожими продажами. Чтобы приступить к самому главному и самому интересному, кроме Ешки, у Малдерса есть еще другие версии этого сайта. Е921, как ответвление от оригинала, но был закрыт из-за чрезмерной популярности оригинала, и тратиться дополнительно на домен не было целесообразным делом. А вот E926 до сих пор работает, и этот сайт отлично подойдет для поиска SVV контента. То есть контента по обычным рисункам, а не сексуальным. Предыстории у него никакой нет, Варка просто решил сделать сайт для обычных людей, кто любит смотреть арты и все. Так что травмирующего и шокирующего контента в этом не увидите. Сайт был построен из оригинала, но в целях обеспечить максимальную безопасность для глаз обычного обывателя сайта. Есть также E6AI, но это не проект Варки, настоящая легенда, которая служит для артов-анимации, но уже формата искусственного интеллекта. Разумеется, присутствуют и взрослые материалы. Ну а теперь самое главное, E621. Настоящая легенда, которая, начиная с 2007 года, возымела много громких скандалов, голословия, но до сих пор остается самой популярной площадкой с фури-артами. Сайт был, скорее всего, назван в честь глутамата натрия, то есть химического соединения в виде соли. Хер его знает почему, но название сайта уже вошло в привычку. Что могу о нем рассказать? Там очень прекрасные рисунки. Люди над ними очень хорошо стараются. В целом, это место очень хорошее. Всем рекомендуем. Я пошел дрочить. В 2007 году был и основан, и в другом месяце закрыт, поскольку местным властям не нравилось, что на сайте пользователи могли размещать детскую... Ну вы поняли. И каждый год то работал, то не работал, из-за ограничений властей и DDoS-атак. Нормально он снова начал работать только с 2010 года и был опять же снова заблокирован. И только потом Варка обновил правила размещения контента от пользователей. Ведь чтобы увидеть какой-то трэш-контент, тебе нужно специально регистрироваться и включать особую галочку. И с начала правления этим сайтом Варкой все стало на круги своя. Люди размещали и продолжают размещать интересующий их контент, удобство набирания тегов, поиск артов, комментарии, система лайков и избранного. Сайт стал настолько удобным и прагматичным, что других альтернатив, кроме Фурфанити и других сайтов похожей тематики, не имеет особой конкуренции. Ввел Джуди Хопс и, пожалуйста, нате более 30 тысяч артов на любой вкус. Отношусь нейтрально. Конечно, некоторые работы заставляют мой мозг быть в ахуе и не открывать его больше. Но выбора больше нету. Ну, то есть заходишь туда Я же подрочить, да? говорю, конечно же. Ладно, мне этого было достаточно. И тегов на сайте непомерно много. Разумеется, есть определенная степень защиты от плагиатов и подтверждения личности, хотя раньше такого не было. Сайт регулярно обновляется и имеет свой талисман в виде роботизированной кошечки. У них есть две версии, одну зовут Essex, а другого Hexirate. E621 и другие его ответвления стал настоящим символом и культурой в среде антропоморфного пространства в плане размещения своего творчества. Насколько бы это творчество не выходило за рамки культурного. Ведь творчество бывает разным, и понимать его тоже можно по-разному. Сайт пережил очень нехорошие времена из-за своей сырости в то время, но это не помешало ему стать лучшим по тематике. Если вы хотите, чтобы я затронул и другие подобные проекты, рассказал про них, историю возникновения 5-10, пишите. Пишите в комментариях. Лайки, подписки и все прочее в таком роде. На этом все.